Дорогие друзья, вашему вниманию мы представляем интервью с членом общества акварелистов Санкт-Петербурга и Финляндии, автором серии книг по акварельной живописи Константином Стерховым. Константин, здравствуйте! Вы осуществили уникальный проект, собрав под одной обложкой самых известных мастеров акварели. И как вам пришла в голову такая идея? Все началось с блога, где мне захотелось иметь свой какой-то материал эксклюзивный. Вот я подумал, почему не общаться напрямую с художниками, творчество которых мне бы хотелось осветить на своем блоге. Вот. Через какое-то время я вдруг обнаружил, что у меня уже собрался какой-то материал. Вот. И к этому времени у меня уже были какие-то отношения с издательством. И просто я принес, можно сказать, такой проект, готовый сделать вот такую книгу. Вот, и теперь это вылилось в некую серию, которая, видимо, может продолжаться и продолжаться, потому что есть какое-то количество хороших художников, которых хотелось бы показать любителям акварели. Вот, и также эта идея стала выкристаллизовываться в такую, что ли, серию, где каждый том имеет свою специфику. Вот теперь, например, второй том, мне хотелось проследить развитие от классического какого-то искусства до экспериментов в области акварели. Третья часть, предполагается, будет больше связана с разными техническими приемами. Вот. И в любом случае мне хотелось бы, чтобы каждая из этих книг была, что ли, толчком к творчеству, толчком чем-то, то, что может вдохновить всех художников и любителей акварели на какие-то творческие проявления. А какие художники уже вошли в серию ваших книг и каких нам ждать в следующем издании? Джозеф Збукович, Альваро Кастаньет, Самир Мондал, вот сейчас в новой книге Николас Симмонс, Елена Базанова, Константин Кузема, Сергей Темерев, Александр Воцмуш, на выставке которого мы сейчас находимся. Вот. Есть, примерно каждая книга включает в себя 20 с небольшим художников, и я думаю, что примерно так оно и будет впоследствии. Какова роль акварели в современной живописи? Лично для меня занимает первое место. Не знаю, как в мире. Всегда акварель держалась в тени масла. Вот. И поскольку те люди, которые пишут акварелью, и те, кто любит акварель, они, как правило, более объединены общей идеей и приверженностью к своей технике, они прилагают гораздо больше усилий, и все эти усилия гораздо более сплоченные для того, чтобы вывести из тени эту технику. Вот, поэтому образовалось нечто вроде глобального движения любителей акварели и художников, которые работают в этой технике. Вы взяли интервью у множества художников из разных стран. А какие вам запомнились, может быть, курьезные ситуации или интересные жизненные истории? Вообще, когда я составляю список вопросов для художников, как правило, я ничего о них не знаю. Я просто открываю работы художников, которые мне нравятся, смотрю работы и задаю вопросы, которые, как мне кажется, задали бы большинство любителей акварели. То есть очень часто я знаю ответы на эти вопросы, я их просто задаю для своих читателей. И то, что меня поражает, это больше, может быть, не конкретные какие-то истории рассказанные, а искренние ответы некоторых художников, которые, что ли, раскрываются вот в этих интервью, как, например, Джозеф Збукович сказал, что акварель и искусство стоило ему личной жизни, просто потому, что он не может заниматься ничем больше, он только пишет. Вот в новой книге, например, интересный есть такой художник индийский, Самир Мондал, который стал известен после того, как он сделал ряд работ для фильма «Таре Замин Пар» «Звездочки на земле». После этого его просто так и называют «Звездочки на земле», и все, что он делает, оно сразу приковывает большое внимание публики. У себя в Индии, вот сейчас у меня возникла возможность такая познакомить и нашу публику тоже с его творчеством.
Есть такие потрясающие художники, которые экспериментируют в области акварели, как Николас Симмонс, который придумывает какие-то абсолютно новые техники, новые подходы. Есть прекрасные художники, которые настолько глубоко знают свой предмет, что могут сходу написать академическую книгу или руководство к пользованию акварели, при этом от этого не страдает и качество их работ. Как, например, Елена Базанова, она очень глубоко знает свой предмет, и при этом ее работы при всей академичности имеют легкость, которая свойственна технике акварели. А потом замечательный мастер Сергей Темерев, чьи работы просто какие-то легкие, летящие, которые просто вот несут вот это вот как заряд этой акварели. Это то, что вдохновляет, то, что после чего хочется тоже работать, хочется писать. Вот в новой книге работы Александра Возмуша, они просто, я не знаю, они будут воображение, они как какие-то ожившие сны. То, что, я не знаю, открывает вообще дверь в какой-то новый совершенно мир. Есть масса художников, и я стараюсь представлять в своих книгах самых разнообразных. Какое место занимает Россия в мировой акварели? Ну, нельзя сказать, что Россия аутсайдер в области акварели или что она лидер какой-то. Просто у нас есть, может быть, больше каких-то благоприятных моментов для развития акварели, но они способствуют тому, чтобы отдельные художники имели просто высокий академический уровень. Но, к сожалению, творчески иногда мы проигрываем, потому что часто вот эти академические основы, они людей держат в своих рамках. В мире существует гораздо больше разных тенденций, различных подходов, и поэтому важно быть открытыми для того, что происходит в мире. Вот. И это тоже одна из моих задач, для того, чтобы представить все различные техники и художников друг другу, чтобы они могли как-то обогащаться из взаимного общения. У нас в гостях был художник-акварелист Константин Стерхов. Еще больше сюжетов смотрите на канале «Планета музыки».